Друзья, всем привет! В этом видео, как я и обещал, покажу, как я делал картофельный комбайн к мотоблоку. Всем приятного просмотра! Прикупил немножко металла. Это профильные трубы 15 на 15, проволока 8. Достал такие вот цепи ижевские, звездочки с мотоцикла иж, это задние на 42 зуба, ну и передние на 16. Прикупил такой вот кругляк на 30, будем с него точить вал. Вот. Ну и нашел такой вот палец, это пойдет на втулки под звездочки. Не знаю, с чего он такой ржавый был, думал, его резец не возьмет. Вставил токарный станок, когда он отлично точится, то есть вообще идеально подойдет нам. Ну и это еще не все. Нужно еще найти 4 ролика. Ну если не найду, то сам сделаю. Вот, с подшипниками. Ну и в принципе все. Ну что, с Богом. Поехали. Итак, накатал такие вот кольца. Значит, наружный диаметр 103 сантиметра, внутренний диаметр 93 сантиметра. 2 по 103 и 2 по 93. Ну и сейчас катаем кольца из проволоки 8. Эти кольца будут промежуточные. Так, ну что, теперь нужно кольцо сначала разрезать посередине концов, вот, а потом уже сварить. Значит, такой вот получается разрез. Стык мы сейчас проварим, потом болгарочкой швы зачистим и еще раз в станке прокатаем. Дальше берем большое кольцо и разматываем середину цепь. Значит, начинаем от стыка, от сварки и привариваем каждое звено прихватками по всему диаметру. Вот. А потом уже, когда дойдем к стыку второй конец цепи, вот, нужно будет разрезать кольцо, соединить цепь, вот, и сварить стык кольца. Значит, это будет ведомое кольцо, то есть в середине будет у нас работать звездочка. Ну и теперь стык кольца получается вот так вот. Такой вот кусочек я выбросил. Значит, сначала соединяем звено, вот, а потом уже свариваем само кольцо. Так, ну что, пока что это кольцо мы оставляем в сторону. Разбираем картофелекопалку, вытягиваем вал и точим втулочку вот под эту звезду. Пришлось обрезать вот этот вот хвост регулировки грохота.
потому как не вылазил вал после укорочения картофелекопалки. Ну, я не рассчитывал, что вал еще будет когда-то демонтироваться. Ну, вот такой вал, кто спрашивал, значит, шлицевая втулка, потом переходник, который связывает втулку с валом, сам вал, все самодельное. Вот, значит, и муфта, которая связывает блок подшипников с валом. То есть такая муфточка, все на штифтах. Сейчас, значит, будем, наверное, здесь разбирать. Высверлим штифт, собьем, будем вот эту вот звездочку сюда крепить. Значит, друзья, передумал я снимать эти втулки. Ничего здесь разбирать не будем. Оказывается, эта звездочка, вот, смотрите, тютенька в тютеньку здесь проходит. Короче, что? Точим сюда втулку, потом втулку разрезаем, 2 полумесяца складываем, надеваем звезду, вот, и провариваем рез. Ну и болтом потом уже все здесь будем стопорить. Ну вот, друзья, такая получилась переходная втулочка под звездочку. Вот так вот надевается. Значит, просверлил отверстие. Сейчас нарежем резьбу под стопорный болт. Вот. Потом разрезаем напополам. Надеваем на вал 2 половинки. Вот. Надеваем эту звездочку. Вот. И обвариваем швы. Ну и привариваем к втулке саму звездочку. И вкручиваем стопорный болт. Так, ну что, теперь нужно вот это вот большое кольцо закрепить на ролике, чтобы потом вал состыковывать с звездочкой на картофелекопалке. Вот. Ну и самим колесом, чтобы все было соосно. Значит, сейчас делаем 4 ролика, на которых будет крутиться вот это вот солнечное, так сказать, колесо. Прикупил я 4 202 подшипника, ну и такую болванку с капролона, с которой будем точить сами ролики. Ролики будут надеваться на самые подшипнички. Кстати, именно с такого материала, с капролона, я сделал все втулочки на маятнички, на шатуны, на всей картофелекопалке. И ходят по сей день, я доволен. Так что будем делать с этого материала и ролики. Итак, друзья, такие вот ролики получились со стопорными кольцами. С другой стороны вот так вот. Значит, сделал 4 оски к ним. С одной стороны, значит, под подшипник, туда, где будет садиться ролик. Вот подшипник 202. А с другой стороны сделал эксцентрический такой
такую часть, чтобы можно было роликом регулировать само ведомое кольцо с цепью. То есть, ну, позже покажу, как оно будет работать. Значит, эксцентрик делал в токарном станке, сместив один кулачок патрона. То есть, вот видно, вот эти два стоят так, как нужно, правильно. Вот, а третий немножко выступает. Ну, в итоге зажимаем мы деталь и протачиваем конец. В итоге получается, вот смотрите. То есть конец ровно идет, ну а там идет вот так. Ну что, друзья, ролики мы сделали, оськи сделали. Значит, теперь будем делать кронштейны для осек, чтобы крепить оськи к самой картофелекопалке. Вот. Потом установим уже на оськи ролики, а на сами ролики установим уже само кольцо с цепью. Вот, чтобы потом уже делать приводной механизм. Все, поехали. Сейчас еще добавим к кронштейну 2 распорки, чтобы было 3 штуки на каждый ролик. Ну и потом приступим к изготовлению вала. Так, на вал на обе стороны делаем 2 корпуса с подшипниками. Значит, есть такие подшипники 204. Вот, нашел такую вот трубу. Как раз все входит. Даже протачивать не нужно. Вот. Значит, сюда приварим такую планку с 2 отверстиями. Будет крепиться. Вот. С одной стороны такая шайба будет привариться и проточим в середине под вал. Вот. Ну а с другой стороны ничего не нужно, так как вал будет упираться в внутреннюю обойму и все это дело. То есть сюда шайба не даст, а сюда вал не даст, чтобы подшипник гулял в обойме. Так, ну вот что получилось, друзья. Вот с одной стороны вот так и с другой. На улице 33 градуса. У сварочного аппарата кулер включился на 2-ю передачу и масловик не останавливается. Ух, капец, пекло. Так, есть у меня такая зубчатка с мотоцикла Иж, с заднего колеса. Вот. И нужно сделать переходную втулку на вал. Была такая вот болванка, палец. Но он немножко не того размера. Короче, это пойдет на маленькую звездочку. А сюда наварил этот палец сваркой. Ну и стараюсь проточить. Вроде получается. Посмотрим, что дальше будет. Так, ну что, друзья, так вот получилось. Значит, здесь снял такой вот бортик стоял. Вот, болгаркой отрезал. С другой стороны снял 6 шлицов. Вот таких вот ведучих. Ну и в принципе все. И звездочкой я ничего больше не делал. Значит, благополучно запорол ту болванку, что наваривал электродом. Короче, профигачил диаметр. Не захотел обратно его наваривать. Нашел вот такой вот кусок был. Значит, немножко он с одной стороны такой склепанный. Ну, мне как бы хватает. Так вот. Он плотненько туда влазит. Вот. С другой стороны обварится. Вот. Ну а с этой стороны, значит, будет такой упорный, стопорный, вернее, болт. Тоже здесь немножко в пару местах пройду. Раза 4, наверное. Вот. И все. Эта звезда готова. Так, ну и третья звезда. Та, что будет уже переводить в движение само большое колесо. Значит, вытащил вот такую переходную втулку.
Внутренний диаметр 20. Вот, ну и так вот она сюда находит. Осталось только сделать отверстие с резьбой под стопорный болт, ну и обварит с одной стороны. Так, обварил, все получилось. Ну и теперь будем делать вал. Значит, длина вала будет 570 миллиметров, но мой станок токарный берет только 270 миллиметров. То есть получается, что вал придется делать с двух валов. Значит, нарезал я с кругляка на 32 такие куска по 270 миллиметров. Вот один, вот второй. Значит, будем соединять два валы вот такой вот втулочкой. То есть переходная втулка будет. Здесь будет протачиваться два конца. В середине втулка тоже растачиваться. Ну и будет посередине запрессовываться. Такая система, друзья, у меня уже работает на снегоуборщике. Ну и на картофелекопалке тоже там все соединения, в том числе шлицевая муфта и ролик шатуна. Все сделано на вот таких вот муфтах соединения со штифтами. Ну вот что получилось. Два вала. Вот. И посередине соединительная такая муфта. Все расточено, проточено с натягом, чтобы запрессовать. Ну, короче, дальше делаем вот что. Ну и теперь давайте набиение проверим. Вставил в два корпуса. Смотрите. На глаз. Вот втулка. Один вал, второй вал. Значит, сейчас сверлим два отверстия. Через втулку, через вал одно и второе. Точим два штифта, чтобы зашли с натягом. Вот, забиваем. Ну и это будет навечно. Ну и в итоге что у нас получается? Значит, одеваем подшипник на вал. Потом распорная такая втулка, чтобы подшипник на валу не гулял. Вот. И звездочка. Ну и все это дело стопорится болтами. С этой стороны точно так же все. Установил вал, одел цепь. Так, ну и нарезал 8 спиц диаметром 8 мм, длиной 160 мм. Значит, эти спицы будут между кольцами. То есть сейчас по окружности 8 штук привариваем. И к нему еще одно вот это вот большое кольцо. Так вот идет процесс. Значит, 8 спиц горизонтальных приварил. К ним этим спицам приварил кольцо. Второе большое. Ну а теперь перевариваем кольца меньшего диаметра, тоже на спицы. Вот, а потом уже сами кольца с проволоки. Так, друзья, немножко я здесь переделал. Значит, выбросил вот эти вот 3 кольца с восьмерки, что здесь стояло в середине барабана.
Вот, и установил 4 кольца с шестерки, чтобы уменьшить вот это вот расстояние между прутьями. Сейчас оно составляет 25 миллиметров. Так, ну барабан теперь немножко в сторону. Сейчас переделаю грохот, а вернее вот эти прутья. У меня вот такая система. Значит, проволока 8, и снизу еще один, как бы для подстраховки, чтобы не гнулись, с десятки стоит. Вот так вот. Чем это плохо? Тем, что вот здесь, вот в этом месте, картошка застряет. То есть приходится ее вот так вот оттуда выбирать. Значит, уберу сейчас вот эти вот прутья и установлю из проволоки 12 просто без дополнительных как бы упоров.